Высоцкий – голос эпохи и тень двусмысленного ветра. Как часто говорят, талант рождается не в помещении, а в жизни, в трещинах между мечтой и реальностью, в полутонах голоса, который заполняет зал, в словах, которые остаются в памяти навсегда. Владимиру Высоцкому, барду, актеру и поэту, повезло быть тем, кого музыка и сцена выбрали как своего хрониста, человеком, чье слово сочетало обостренную наблюдательность к миру и дерзость высказывания того, что многие стеснялись произносить вслух. Но за всем этим ярким творческим фактом стояла судьба, трудная, сложная и прекрасная в своей непредсказуемости. Высоцкий родился в Москве в 20-е годы XX века, эпохи перемен и противоречий. Его детство прошло среди трудностей послевоенного времени, нехватка пищи, ограничения, давление на детей и подростков, которые должны были расти быстрее, чем мир успевал подстроиться под их шаги. Но именно эти условия сформировали характер поэта, чуткость к боли другого, способность отмечать мелочи жизни, которые обычно остаются незамеченными на фоне грандиозных историй. Он учился замечать, как звенит стул, как звучит тишина между фразами, и это стало основой будущей песенной прозы. Путь к сцене для Высоцкого оказался не прямым, а узорчатым. Сначала он писал стихи, пробовал себя в роли актера на школьной сцене, а позже на театральной сцене, где каждый штрих характера должен был быть точен не меньше, чем каждое слово в стихе. Его песни родились не на пустоте, они росли на краях дневного и ночного, на грани между легкостью узнавания и тяжестью высказываний. Высоцкий использовал голос как инструмент, который мог одновременно и манить, и провоцировать. Он пел таким образом, что слушатель ощущал себя вовлеченным в историю, а не просто ее свидетелем. Этим он и отличался от многих своих современников. Он не пел фрагментами, он говорил песнями, не рассказывал, притягивал, заставлял думать и чувствовать. Когда слово стало оружием, театр и кино открылись перед Высоцким как полигон для экспериментов. Он стал актером, чьи роли не укладывались в привычные рамки. Он мог перевоплотиться в героя, чьи недостатки и достоинства лежали на грани между героем и человеком. Его сценическое воплощение несло в себе ощущение риска, и каждый образ содержал в себе не только характер, но и время, эпоху. В кино Высоцкий вошел как нечто большее, чем просто исполнитель. Он стал соавтором той культуры, в которой актерская искренность и социальная критика сольются в единое целое. Его персонажи не растворялись в клише. Они были живыми, со своей историей и своей моралью, даже если зрителю казалось, что они идут по тонкой грани между светом и тьмой. Высоцкий подарил миру не просто песни, а целый язык. Язык, в котором ритм, рифма и пауза создают пространство для размышления. Его тексты говорили о сложности выбора, о цене свободы и о человеческой уязвимости. В них звучала нотка протеста, но не агрессия, скорее желание понять и переосмыслить мир вокруг. Говоря простыми словами, он говорил о сложностях жизни так, чтобы каждый слушатель мог увидеть в этом не чужую историю, а свою. Именно поэтому его песни продолжали жить, и после его исчезновения они возвращаются в каждый новый контекст, как важная часть культурного разговора. Как и многие творческие натуры, Высоцкий переживал бурю эмоциональных волн. Его личная судьба включала романы и браки, дружбу и разлуку, радости и сомнения. Вокруг его жизни сложилось множество мифов и догадок, но неизменным остается факт. Он искал истину не только в текстах, но и в отношениях, в которых естественным образом возникают напряжения, способы компромисса и непредсказуемость судьбы. Он жил с ощущением того, что творчество — это не только работа, но и стиль жизни, который требует открытости и честности перед собой и перед слушателем. Смерть Высоцкого стала концом одного этапа, но не концом истории. Ее часто обсуждают как эпизод эпохи. Что именно произошло,
какие решения принимались в условиях политического и культурного давления и как тот голос повлиял на последующие поколения артистов. Но память о нем живет не в спорных моментах, а в живых песнях, фильмах и текстах, которые продолжают влиять на современную культуру. Его влияние ощущается на сцене, студии, в музыкальных проектах и даже в общественных дебатах о свободе слова и творческой независимости. Нарративное эссе, которое вы читаете, не просто пересказывает факты, оно пытается показать, как одна жизнь может стать географией многих пластов, от личных переживаний до глобальных вопросов свободы и ответственности. Высоцкий не просто персонаж истории. Он символ того времени, когда голоса становились мостами между поколениями, а песни — архивами мыслей и чувств людей, которые стремились понять себя и мир вокруг. В каждом аккорде и в каждой строке его поэзии след эпохи, которая не желала забывать о важных проблемах, о боли и радости каждого дня. Если вернуться к ключевым словам, которые сопровождают образ Высоцкого — звук голоса, правдивость текста, рискованный характер сценического эксперимента, мужество говорить откровенно, мы получаем не просто биографию, а живую историю о человеке, который превращал жизнь в искусство и искусство в инструмент для перемен. Его наследие продолжают исследовать музыковеды, актерские школы, писатели и любители музыки, и каждый новый слушатель, открывая его песни, может увидеть не только историю одной фигуры, но и историю целой эпохи, которая продолжает жить в каждом новом исполнении и в каждом новом слове, произнесенном в голосе поэта.